Вот это тут снега навалило. Еще я в этих местах по снегу не бывал никогда. Довольно такой порядочный снег. Страшное дело. Сильно большого мороза не было, поэтому где лед попадается под снегом, он довольно чреватый. Конечно, если тонкий и не глубоко, он промерз там полностью. А вот где большие где-то ямы, лужи, там можно, конечно, улипнуть. Не хотелось бы набрать. Много попадается вот такого вот. Шагнул туда, а оно провалилось. Вода под снегом и льдом. Что-то у меня след останется глиняный. Чем аккуратно идти надо. Ну, бывают участки такие нормальные, прямые, без больших проблем. Ну так, местами срезал вообще там явный лед под снегом, и на него выходить страшновато. Конечно, в лужу утонуть я вряд ли утону, но набрать в сапоги можно воды легко. Так, тут даже листья зеленые у ожины. Да, снег тут редкость, конечно. Рюкзак мог бы быть и поменьше, но для Танюхиного зеленого домика кое-что несу. Именно для домика. Надо бы там дверь сделать, щели заделать. Так что рюкзак выше головы. Такой вот. Речку слышно впереди. Уже скоро к броду выйду. Ага. И, кстати, через этот брод еще не ходил раньше. Не знаю, как тут. Ну, в принципе, не слишком широко. И вроде бы не слишком глубоко вот в этой части. Дорога вон туда выходит. Все, брод позади. Ноги подзамерзли, пока обулся. Ну и, конечно, пока за камерой сходил еще раз. Ну ничего, сапоги теплые, носки сухие. Ставил ноги на сапоги, обувал носки. Даже не снимая рюкзака, справился. И потом сапог так носком прям, ногой в носке приподнимал край. Они у меня расшнурованы. И сразу попадал ногой в сапог. Натягивать не надо.
так бы сложно было, конечно. Фух. Уже где-то часа 2 в дороге. Вот. Здесь прям сосны пошли. Здесь прям сосны. Так, тут лед. Да. Но лед мне не надо. А тут канавка прям со льдом. Да, снег продолжает сыпать. Тут его уже явно больше, чем до этого было. Сегодня по прогнозу был вообще на весь день. Сыпет. Так красиво зато. Красиво. Почти вылез на хребет. Вот тут склон такой градусов 45. Вот так вот. Вот так вот и лезу. Благо тут есть за что хвататься. А он такой узкий тут идет. Но именно хребет уже. И внизу река шумит. Фух. Тут вообще дорога должна быть. Но явно тут вон вот так вот вниз идет склон. Видно, что ни дороги, ничего там нету. Посмотрю, смогу я тут пролезть дальше или нет. Но тут просто ровный хребет, он не слишком круто идет. Подъем нормальный. Вот так вот. О, вот по этому узкому хребту попробую идти. Вот тут как сурово стало. Вообще. А ведь пока-то тут дорога. Ну, по очень старой карте. Да. Вот так вот. Вот так вот. Так. Ладно, туда в канаву не сползти. За ветки хватаюсь. За деревья. Так. Фу. Тут даже вроде как звериную тропу видно. Вот это вот. Видно что-то такое. Так. Возможно, лучше по звериной тропе и пойти пока что. Тропка. Да. Потому что там слишком острое такое. И вот тут залазить. Еще та история, истерика. Нора, что ли? Так. Вот тут чуть выше уже как площадочка идет. Надо бы куда-то туда мне и попасть вообще-то. А то потом круче там будет дальше. Вот это я залез. Оба. Оба. Фух. Да. Нелегко. Нелегко. Так. Так. Не поеду я тут. Это ехать далеко. Хорошо, 2 палки взял. Вот.
песка, она выглядит как тропа звериная. Словно сараи бегают какие-то местные коски. О, видочка какая. Кайф. Супер. И туда вдаль речка уходит. О, да. Классно. Не зря залез, красиво. Фух. О, красота. Высоко. Классная обзорная точка. Так. Надо аккуратно. Слишком далеко вниз катиться. Слишком далеко и круто вниз катиться туда вон. Так что лучше тут с ветками задружиться. Держаться как за веревки можно. О, вот так. Все, такой опасный участок пролез. Ну да, тут явно не автомобильная дорога была, наверное, просто тропинка была. Фу. Так что можно сказать, дорогу я нашел. Не совсем понятно было только, где у нее выход сюда, на хребет. Тут и вроде уже видно. Но сначала я напрямую залез, где пришлось. По дороге уже часа 4 или 5 даже уже. В 11 вышел, сейчас 15.
4 часа. Сделал привал, немножко посидел, отдохнул. Ну, попутно остыл, конечно. Ну, видимо, мороз усиливается. Одел перчатки, уже капюшон надел. Рукавицы, вернее, натянул, а не перчатки. И до этого шел все время практически мокрый был. До футболки расстегнутый, жарко было. Сейчас уже выработался, так сильно не потею уже. Мне нужно найти Танюхин зеленый домик. В принципе, так по координатам до него недалеко уже, где-то километра 1,5-2. Ну, по прямой километра 1,5, а весь может и все 3 выйдет. Мне его надо еще найти. Я там никогда не был, я точно не знаю, где он. Она-то координаты дала, но я не знаю, насколько там она точно их ставила. Сама-то она его так чисто находит, без координат. Мне нужно найти. Ну что, часа через 3 уже темно будет. И было бы хорошо к этому времени найти жилье. Потому что проще всего у Танюхи там заночевать. Когда снег. Ну, а потом уже снег сойдет, уже дальше я уже с палаткой буду лазить. Может, и так с палаткой пролезу. Надо же проверить ее на снегу. Ну так, по прогнозу, вообще этот снег сильно долго вряд ли пролежит, потому что дня через 3-4 там уже плюсовая температура днем должна быть. Хотя и мороз по ночам, конечно. Но так вот, я иду в среднем от 10 до 20 сантиметров снега. Это вот я вот так вот где-то втыкаю палку. Примерно вот так вот. Так, где-то тут, наверное, мне уже надо искать повороты. Ладно, вырубаю, буду думать. Да, девы тут, конечно, знатные. Дизель тут, конечно, капитальный. Где же Танюха тут свой домик запрятала? Кстати, с этой стороны к своему домику еще Танюха и сама не ходила. Причем выходить она как-то так уже выходила. Но я точно не знаю, я-то с ней не ходил. И в домике еще не был, поэтому надо найти. А тут такие буераки. Конечно, бездорожье полное. Да. Ладно, лезу дальше. Потихоньку сбавляю высоту. Знаю, что домик пониже где-то находится. Но как бы мне не выйти на какой-то овраг. Потому что через овраг я же не полезу. Так. Непонятно пока, да? Ладно. Грибочки какие чудесные.
А внизу тут явно чей-то домик. Ну, прям дупло такое капитальное. Что-то я тут застрял. Застрял. Там из сапога снег надо вытащить. Так. Где же? Тут такое все завалено. Вроде осталось так метров 100 показывает, но это самый сложный 100 метров, которые мне, наверное, за сегодня придется пройти. Я уже их минут 20 лезу. Ребята, впору танцевать. Вон видно. Танюхин зеленый домик. Сапоги довольно скользкие. Благо, там травка под снегом. Льда нету здесь. Так. Попробуем бочком слезть аккуратно. Опа. Опа. Оп. Фух. Ну, психически мне явно стало легче. А то устал уже, признаться. Первый походный день. Еще организм толком не уработался. А тут такие встряски со снегом. Я же думал, снега-то особо не будет, а тут до 20 сантиметров. Местами и глубже есть, конечно, заносы. Танюха еще переживает все время за домик, за этот. Каждый раз, когда идет, мало ли, его кто-то может обнаружить, разломать. Всегда есть риск, что останешься, придешь, а ночевать-то и негде. Так, сейчас мы отсюда зайдем. Аккуратно, мало ли. Вдруг там кабан какой залез. Мало ли. Вроде так нормально все выглядит, да? Ладно, буду пробовать подходить аккуратно. Никого не видно. Все нормально, вот здесь какая-то бумажка валяется. Это приправа валяется суповая. Возможно, зверье обнаружило еду. Да не, вон вроде пакет висит. Может еще где-то. Ну так вроде все нормально. Все нормально, не разрушено. По крайней мере, на человеческое присутствие не похоже. Ну а еду, да, конечно, зверье какое-то могло вытащить, найти. А так все нормально, все целое. Даже вокруг обойду. Так, все нормально. Окно вроде целое. Тут вот словно пролазило что-то.
поправить, потом подклеить. А так вроде все нормально. Все нормально. И так не целое. Так что танцуем танцы. Будем тут обустраиваться на ночь. Будем обустраиваться. Сразу обтрусить, а то нагрею внутри будет таять, мокнуть. Приправа. Да. Главное, в нее даже не залезли. Ну, видать, пахнет. Вытащили, может, даже птицы. Может, звери, вроде енотов. Ну, так не похоже, чтобы тут особо кабаны пировали. Что-то такое, наверное, мелкое залезло. Что у нас? Да, это баклажка 5-литровая с едой висит. Все нормально, целая. Вот еще что-то висит, еще одна баклажка. Да, так что тут крупная не лазила. Возможно, приправа где-то отдельно была, лежала. А так все целое, все отлично. Там даже чай, наверное, стоит или что там. Да, чай стоит. Супер. Ну, место такое для ночлега отличное, конечно. Это не то же самое, что палатку сейчас в снег тулить. Здесь окно целое. Так, снег обстучать. Так, что у нас тут такое? Ну да, здесь, наверное, из кусочков сделано. Она покоробилась. Возможно, скотч был отлип. Ладно, что-нибудь придумаю. Хотя бы временно. А может, у них хоть специальную вентиляцию делала. Это я слегка печка дымила, говорила. Так. Отлично. Отлично. Печка есть. Супер. Проем надо заделать мне как-то. Временно хотя бы. В общем-то, материал я взял. И щели заделать я для ускорения процесса пену взял. Монтажную. Чтобы долго не морочиться. Ну, сначала, думаю, я печку затоплю. Так, первым делом барахло разгрузить и сходить за водой. Ну и прежде чем пойду, наверное, развести огонь. Пускай тут костерчик глину печную прогревает. Будет источник тепла. Так. Благо, у Танюхи тут запас дров есть. Это очень хорошо.
Очень хорошо. Сухие дрова. Все условия. Я, может быть, потом схожу, вкусняка принесу. Кошек на ночь мне нормально долго горел. Морочиться не будем сильно. Сгорится у нас все довольно быстро. Так, теперь можно что-нибудь покрупнее туда. Чтоб пока за водой схожу, ну потухло. Так вот. Все. Красота. Тяга пошла, вроде нормально. Даже дыма нет. Уже труба нагрелась, видать. Слышу где-то вода. Вон там вот из-под льда слышно. Льда небольшой. Ого. Вот так. Вот сразу убрать. Нормально. Бутылку получится окунуть. Нормально. Притопилась. Не на всю глубину, но все равно хорошо. Ну, нормально. Полбутылки. Остальное сейчас маленькой бутылкой сюда дольют.
Ну, почти полная уже. Но даже снег до сих пор идет и идет. Так, запас воды есть. Обратно сейчас мне вон туда наверх залезть надо. Это самое пологое место, которое я нашел тут вблизи. Так что сейчас буду лезть. Блин, ну это проскальзывает. Зато не холодно, пока залезешь. Так, погреешься хорошо. Так, откуда я тут выходила? Вот мои следы. Так, туда крутовато. Сюда. По горизонтали почти пройду. Фух. Так. Тут я не шел, но угол срежу. Я тут до этого петлял, пытался найти, где спуститься к ручью. Спустился. И тут уже понятнее. Тут уже можно по родным следам. Что-то устал я сегодня. Первый день такой тяжкий. Еще и неожиданно снег такой глубокий. Необычно для этих мест. Снег вообще. А тут прям снег. Еще и сыплет. Так. О, здесь даже возле выхода мордой тепло ощущается. Только донес, снега столько насыпало опять на крышку. Так, вода есть. Что-то печка у нас. Ага, нормально, можно дров добавить. Подпрогорели. Долго ходил. Зато пока ходил, тут уже глина теплая стала. Можно уже рукавички подсушить. Так, хорошо. Все. Тут уже есть где погреться. Нормально. Разгорится. Само, я думаю. С дровами-то. Разгорится. Можно, думаю, не дуть саму. Хороший такой чесночок. Попробую попилить его. Так, все, такого где-то, наверное, хватит.
на улице. Надо дверь заделывать, пока более-менее видно. Думаю, уже там со щелями завтра буду смотреть, что там делать более серьезно можно. Ну а пока максимально хорошо заделать, чтобы я переночевать более-менее нормально мог. Потому что явно мороз усиливается. Ну, раз на ручье вот такой слой льда есть, то как бы явно тут морозит не первый день, это не случайно. Я, кстати, шел под рыхлым снегом, чувствовался снег уже такой, даже явно, который раньше растаял. Вот слой снега. Вот так вот. Ну, это средний. В ровном месте. Так что надо закрыть проем для нормальной ночевки. Так-то стены тут достаточно теплые. Тут слой мха такой капитальный везде лежит. Через крышу сильно теряться не будет. А вот из-под крыши, ну еще я здесь прилепил фольгу в верхней части. Сейчас дыма уже явно так не вижу, чтобы подтравливал небольшую высоту достаточно, чтобы там дрова подсунуть. Ну что там потихоньку так горит. Мне сильно не надо, чтобы оно полхало. Лучше, чтобы долго работали дрова. Через такую щель. Нормально как раз заходит воздух. Явно тяга есть. Слышно, как оно слегка гудит. Тут перчатки положил сушиться, прям основательно теплая такая поверхность. Ну тут они не сгорят, там камни с глиной слой большой. Эти уже высохли, которые до этого ложил. Но эти, с которыми пилил, с кожаными, теперь немножко подсправиться. Слышно, как гудит печка. Все отлично. Все, занимаюсь дверью. А то, правда, уже сумерки жесткие. Что здесь просто вот так вот пока затянуть. И тут можно привязать вот так вот на. Ага. Здесь просто дровяняку заклинил. Вот так. Ну тут просто висит, можно палкой пока прижать. Нормально вроде держится. До земли хватает. Тут два слоя этого нетканого материала плотностью 60 грамм на квадратный метр. Ну, довольно эффективно, с небольшим воздушным зазором получается. Ну и вверху окошко маленькое осталось, его сейчас чем-нибудь залеплю. Все, узелок уже не пролезет сюда. Нормально, можно сильно там не завязывать. Так, тут плотно. Да, так, легко не вытащить. Ну и здесь вверху надо заделать. А так, в общем-то, проем закрыт. Даже в два слоя. Сделал я футпринт для палатки из тайвека. Можно его повесить. Он длинный. И шириной, видимо, как раз его хватит. Да, хватит. Шириной и длиной хватит. Ну что, фольгированный тайвек. И под ним два слоя спанбонда. Тут прилегает довольно плотно. Здесь, в принципе, тоже. Там палками заткнул. Здесь привязал. Здесь вверху
оптовеком заделал. Тут аналогично с узелком. Здесь привязал. Выходить можно легко. Проход у человека достаточный. Здесь внизу на ночь можно прижать вот так вот. Все. Это чтобы потоком воздуха не шевелило. Не задирало. Все, в принципе. Может, где-то явно какие-то щели еще увижу. Заделаю. Ну так вроде. Думаю, для ночевки первыми нормально. Уже я, в принципе, тут с голыми руками. Руки не мерзнут, ничего. Причем особо я не двигаюсь. Но эти тоже уже. Это почти высохло. Это сухая уже. Была вот такого цвета. Это вот. Все эти сухие. Все, печка горит. Можно, наверное, матрасик Танюхин расстилать. У меня тут много всяких тентов с палатки. Утеплитель для палатки фольгированный. Я вот думаю, еще можно, наверное, здесь вот это окно. Там один слой. Чем-то еще завесить. Есть у меня еще тент небольшой. 1,5 на 1,5 метра. Мне кажется, его можно вот так вот расположить. О, вот так вот. И его даже на ширину двери хватает. Еще один слой. Вот так вот. И будет отлично. Все, вот так сейчас и оставлю. Все, думаю, с утеплениями на эту ночь хватит. Окно завешено, дверь завешена на всю катушку. Напротив двери вообще четверной слой почти получился разных материалов. И везде же воздушный зазор получается из-за складок всяких. Так что думаю, все нормально. Внизу зазора там нету. Здесь я пока временно залепил скотчем. Поэтому щели тоже нету в окне. Но я тогда окно заделывать не буду. Приятно будет утром посмотреть, светать когда будет. Но большое окно обзорное, это уже оставим эту роскошь на более теплое время. Но пока пар внутри идет тут. Хотя, конечно, руки не мерзнут. Так, ну что там у нас? Печка горит. Все отлично. Ага. Хорошо. Печка горит. Ну и надо, наверное, заниматься спальным местом, а потом уже подумать про еду. Раскатать Танюхин матрасик. Так, займемся матрасиком. Какая Танюха молодец, что матрасик сделала. Да, у меня тут запасы баллонов. Баллоны пока подвинем. Это я пену привез. Надо к печке поставить, чтобы завтра тепленькая была. Вот. Есть у меня шальная идея. Поставить сюда, попробовать палатку. Ну и помимо того, что вокруг тепло будет, мне будет гораздо легче в маленьком объеме согреться. Палатка у меня низкая, узкая. Сейчас попробую. Крайней мере, надо попробовать. Ее можно даже без рук, я так думаю, просто. Что мне мешает ее дубами поставить? Так, что у меня? Задница. Туда.
хватает. Так. Смотрим, что не получается. Так. Сетка цепляется. Да, в общем-то, сетка цепляется и там, и тут, наверное, достанет. Да, достает. Все, значит, ставлю утеплитель сейчас сверху. Будет вообще супер все. Ставлю вертикальный фольгированный утеплитель. Ну, а протенд подумал, ставить сверху, нет. Это сюда у нас. Вот так. Ну вот, нога стоит. Теперь заднюю поставить. Решил все-таки верхний тент тоже поставить. Все же будет более тепло. Я подробности по палатке сейчас не показываю. Об этом планируются отдельные фильмы. Палатка очень серьезно переделана. Именно обзор исходной модели у меня есть на канале уже. А тут она уже в переработанном варианте. Утепленная, зимняя, с юбкой уже. И так далее. Ну и того, что мы по итогу имеем? Стоит от начала Танюхиной кровати и до конца палатка. Палатка. Трехслойник. Вот это наружный тент. Потом зеркальный утеплитель. И тут сетка. Я уже у этой палатки боковой выход сделал, поэтому мне очень удобно. Не надо оттуда залазить, конечно. И внутри у меня тут все такое зеркальное. Барахло по углам. Там рюкзак под голову. Я обычно из него подушку делаю. Барахло по углам. Есть у меня еще вот такая штука. Мне кажется, мне и так жарко будет. У меня сейчас спальник есть. Летний, правда, но есть. Вот это вот 2 на 1,20 м. Такая блестяшка. 2 метра на 1,2 метра. Вот так вот. То есть тут у меня сплошное утепление. С боковым выходом. Ну, я показывал, сетка тоже дает повышение температуры, такая достаточно плотная. Плюс фольгированный утеплитель, подкладочная ткань. Ну и непосредственно тент самой палатки. И всего-то 2 растяжки. Вот тут закрепил одну. И вот тут привязал одну. Ну, за те петли, которыми эта палатка растяжками цепляется. Все. Низ и дуги тут на 1,10 м. Тут уже, конечно, я их веревочкой стянул ближе. Специальную веревочку для этого сделал, чтобы палатку выше заодно делать. Ну вот. Все стоит, все нормально. Сюда не выступает особо. Но упирается. Ну, с этой стороны дно я привязал, там даже не привязывал. Хватит барахла, я думаю, по углам. Ветра тут не будет внутри в любом случае. Все, заодно я отгородился от той холодной части. Вон там. Здесь вот Анюхи коврик висит. Тут оно и так хорошо отгорожено. Ну и все. Печка горит. Горит, все отлично. Так. Кстати, здесь вот я даже руку не могу удержать. Вот тут вот. Прямо это уже. Кстати, тормозок мне на первый день положил подогреть.
готовить сегодня не буду, смысла нету, там готовая еда уже. Водичку профильтрую, попью и все. Чай не хочу. Можно, в принципе, заваливаться, дрыхнуть, а то я устал, как собака сегодня. Столько пройти. Часов 5, наверное, ходил только. Да по снегу сложно. В бугры залазил. Все. Дверь утеплена. Утеплена. Все. Палатка стоит. Печка горит. Ну тут тепло, реально, руки вообще как бы холода руками не чувствую. Вот так это выглядит. Откинул. Откинул, залез. Все, и можно закрываться и спаться. Причем, пока палатка открыта, тут еще сидеть удобно вот так. Без проблем вообще. Все, нравится. Кстати, запас дров я накидал довольно толстых. Много. Думаю, на ночь мне хватит. Скорее всего, и останется еще. Они плотные, долго горят. Пока что штуки 4-5 спалил. Уже несколько часов вожусь тут. Благоустраиваю. Так. Все, супер. Какая все-таки Танюха молодец, что такую домину умудрилась отгрохать в лесу. Кто еще не знает или забыл, напоминаю, эту зеленую хижину полностью самостоятельно построила в одиночку смелая женщина Татьяна Гордеева. Ссылка на ее канал есть в описании этого видео. И если вы еще не видели у Татьяны на канале, можете посмотреть весь процесс строительства этой хижины с самого начала. Как она копала и выравнивала площадку под хижину в весьма каменистой почве горного леса. Как она тягала тяжеленные бревна и как делала из этих тяжеленных бревен прочный каркас для хижины. И как она носила в рюкзаке тяжеленные камни для строительства каменной печки внутри хижины. Что? Завес такой. Ой, кладу. Ух. И как выкладывала из этих камней печку. А также можете увидеть, как Татьяна много дней жила в горном лесу, пока занималась строительством хижины. Реально убежище такое, дом. Сам натуральный дом с печью. Дверь еще нормальную сделать вообще будет офигенно. Но и даже так вот, как сейчас, ну по факту я вот натопил, мне тепло уже. Я расстегнут до футболки, без шапки, с голыми руками. Нормально. Ну вот эта вот температура примерно в середине помещения. Ну вот так вот 6 градусов здесь в домике. В центре помещения. Не вверху, не внизу, в центре. Ну и наглядно покажу тепловизором, что тут на печке творится. Вот эта глина получается максимально больше 100 градусов. Тут средняя часть вот эта. Здесь меньше, но тоже теплая. Понятно, что можно еду подогреть. Неудивительно, что я не могу руку удержать. Так вот. 113, 112 максимально. Больше 100. То есть, в принципе, глина запас тепла набрала. И даже если печка потухнет, если пропущу, очень долго все равно тепло отдавать еще будет. Вся эта глина, весь этот объем. Даже стена здесь теплая за трубой. Ну, естественно, когда огонь сильный,
сама труба сильно нагревается. Сейчас труба здесь примерно такой температуры, как вот тут. Даже может слабее чуть-чуть. Потому что там не слишком огонь большой. Просто угли. Так, ну снаружи, что там? Минус 4,2. Угу. Минус 4,2. Вот рядом, напротив избы. Вон видно, как дверь выглядит. Что там? А так, да, вот разница такая. Тут минус 4, там плюс 6. Кстати, такая температура разница получается, при том, что еще вон на дровах снег лежит. Тут на земле есть еще снег. Не все растаяло. И вдоль крыши щели. С той стороны и с этой стороны тоже. Поэтому как бы даже удивительно, что настолько получилось поднять. Кстати, наглядно видно, как испаренное окно покрылось в той части, где вверху зазор между тентом и вот этим пластиком. Там не до конца закрыто, и теплый воздух сюда заходит. Угу, видно, что дым исправно выходит. Отлично. Там, кстати, фонарик внутри оставил. Это заднее окошко отсюда. Случай взял датчик угарного газа. Нормально, 0 показывает. 0 ppm. Хотя, в принципе, даже у человека в дыхании может немножко угарного газа быть. Ну, там печка разошлась. Горит капитально. Сейчас еще сильнее явно нагреется. Дров больше обычного бросил. Ну, это вот температура в спальнике, в летнем внутри спальника, в районе грудной клетки. Нормально так. Спать тепло, действительно тепло. 26 градусов. Обычная температура в спальнике у меня. Причем это я в куртке, то есть излучение от тела небольшое идет. Ну, такие дела. То есть вполне мне летнего спальника хватило. Даже 27. Жарковато. Жарковато, надо приоткрывать. Ну, это вот температура воздуха непосредственно в палатке. Сколько там? 21 градус с лишним. Кстати, нормально я поместился на Танюхином этом. Сейчас я сделаю поярче его. Okay. Полностью выпрямленный лежу. Длины топчана мне хватило тоже. То есть Танюха ниже меня почти на 20 сантиметров. Но мне хватило. Она явно себе с запасом сделала. Так что хорошо помещаюсь. Ну, естественно, при таких температурах не нужно сильно закупориваться в спальнике, это жарко. Часа ночи, надо в печку заглянуть. В печке творится. Ну и на улицу выглянуть заодно. Даже печка потухла. Заснул я сладко так. Ну там, конечно, все еще тепло, несмотря на то, что печка практически потухла. Так, что там тут? Да, тут еще вполне горячая. Сейчас я сделаю, чтобы нормально печка горела опять. Ну, уже до утра, наверное, хватит мне этого. Так, все, уже горит. Отлично. Отлично. Побольше дров запихну. Думаю, хватит надолго. На несколько часов так точно хватит. Ну, до этого я там в 10 с чем-то заснул. Часов 5. Печка теплая была, конечно.
Как я и говорил, датчик угарного газа показывает 0 ppm. Все нормально. Все отлично. Никакого угарного газа. Хотя до 10 ppm было бы нормально. Даже до 50. Но оно вообще 0. Кстати, датчик очень чувствительный на самом деле. По крайней мере, над свечкой сразу там много обнаруживает. Слышно, как печка шумит вовсю. Эх, красота. Ладно, поехали обратно в палатку. Ой. Водички я хотел купить. Кстати, сильно устал, поэтому аппетита не было. И несмотря на наличие готовой еды, причем даже горячей еды, нагретой на печке, ужинать я не стал. Завалился сразу спать. Впрочем, еще до выхода в горы утром у меня был достаточно питательный завтрак. Так что готовую горячую еду убрал на ночь с печки и оставил на следующий день. Съем позднее, когда появится аппетит. Хорошо. Ну, вода стоит не замороженная тут. Нормально. Я ее между палаткой и печкой поставил. Запас воды. Что хватит, скорее всего, и на завтра еще. Обычный фильтр для воды. С ячейками фильтра такими, что бактерии не пролезут. 1/100 микрона. Все, закупориваемся. И можно спать дальше. Как все-таки удобно с боковым входом. Даже в таких необычных условиях я палатку применил. Пока что хорошо, даже без спальника. Еще место остыть особо не успело. Да. Отлично работает эта теплоизоляция. Как и на большой палатке. Тут отверстие для трубы. Делал молнию дополнительную для печки. Еще пока не применял. Возможно, покажу со временем. Тут вообще доработок много в палатке, поэтому есть что показать. А так вот сетка, блестяшка, наружный тент. И мне не холодно, когда снаружи даже +6. Ой. Дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Все, можно спать. Вот пока и все. А продолжение следует. Неожиданно для себя самого, из-за аномальной погоды, я выживал в зеленой хижине почти полмесяца вместо планировавшихся всего 1-2 дней. И приключений оказалось предостаточно. В одну из ночей я даже пережил в зеленой хижине самый настоящий пожар. Да, я не шучу. Впрочем, все закончилось благополучно. Поэтому, если видео показалось вам интересным и хотелось бы увидеть продолжение, подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик, чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. В завершении фильма, поскольку он об одиночном путешествии, даю ответ тем, кто задается вопросами вроде «А кто тебя снимал? А у тебя там что, съемочная группа за кустами сидит?» Разумеется, видео снимал я, Евгений Гордеев, сам. Вся видеосъемка проведена мною лично. Например, как в этой сцене, где после спуска к речному броду мне пришлось далеко возвращаться за видеокамерой и подниматься в горку с тяжелым рюкзаком. И останавливать видеозапись голосовой командой рядом с видеокамерой, потому что издалека она меня попросту не услышит. Просто видео. Или как в сцене с переходом речного брода босиком мне пришлось еще раз лезть ногами в ледяную воду и снег, чтобы вернуться за видеокамерой. А потом лезть в воду снова, чтобы все-таки попасть
попасть на нужный мне берег реки. То есть ради этой сцены я перешел реку вброд 3 раза. Конечно, с видеосъемкой любое, даже самое простое действие удлиняется минимум в 3 раза, а максимум в 10-20 раз и даже до бесконечности, и точно так же с затратами сил. GoPro стоп видео. Опять же, техника для видеосъемки – это весьма ощутимый дополнительный груз в рюкзаке. Как проводится видеосъемка, и в том числе видеосъемка меня со стороны. Я устанавливаю видеокамеру на штатив или держу в руке, или устанавливаю и закрепляю специальными приспособлениями вроде вот этой прищепки на всем подходящем, вроде веток деревьев и кустов, трекинговых палок, выступающих из земли камней и корней, а также на ремнях рюкзака или элементах одежды. И иногда это даже может быть заметно в кадре. Конечно же, чем опаснее и суровее походные условия и испытания, и чем больше моя усталость, тем сложнее проводить и видеосъемку. Часто приходится делать серьезные волевые усилия и преодолевать усталость, холод, голод, или же жертвовать количеством ракурсов и качеством видео в пользу комфорта, безопасности, здоровья, да и попросту выживания. GoPro стоп видео. GoPro стоп видео.